Когда-то, больше 2500 лет тому назад, вдоль этих берегов двигались корабли греков из Милета. Уютный уголок в западной части Большого залива хорошо подошел для создания здесь фактории, получившей название Феодосия. Город 25,5 веков. За эти века кто только не владел этим городом. Навсегда он был каким-то особенным, отдельным. Его стены помнят множество войн, смут и эпидемий и до сих пор служат частью пограничных застав. С годами город рос, отвоевывал берег у моря, и уже башня Константина переехала далеко на сушу, а жилые районы уходят от гор в степь. В этом фильме мы попытаемся поймать те ускользающие нити, что связывают воедино нас сегодняшних с неимоверно далекими предшественниками. В нынешнем городе-курорте почти ничего не напоминает об античном периоде города-полиса, разве что современные стилизации, свидетельствующие о том, что память все-таки не умирает. Какие истории могут нам рассказать мраморные львы Боспорского царства, мирно дремлющие во дворике старейшего краеведческого музея? А летняя жизнь на берегах Феодосийского залива идет своим курортным путем. Как 25,5 веков тому назад выходят на набережную современные аэды и различные трубадуры. После византийского господства места эти 3-4 века находились в полнейшем запустении, а пришедшая Золотая Орда быстро сдала это место в аренду генуэзцам, которые возвели в городе крепость и восстановили порт. Как и тысячи лет назад, утлые суденышки рыбаков бороздят залив для того, чтобы утром на рыночных прилавках появилась свежая рыба.
А жизнь курортного городка бежит своим путем вдоль бульвара, разбитого на остатках средневековой крепостной стены. В год 2550-летия Феодосии картинная галерея в усадьбе Ивана Константиновича Айвазовского закрылась на ремонт. Но последователи великого художника заполонили проспект его имени, который начинается здесь, у фонтана, с именем Айвазовского. Здесь виллы постройки XIX – начала XX веков, и железная дорога, построенная благодаря усилиям художника. И последний приют совсем недалеко от дома, где родился великий гражданин Феодосии. Феодосийцы любят свой город и, несмотря на ковидные ограничения, весело встретили юбилейную дату. Добрый вечер, жители Феодосии и города, этого старинного, замечательного города. Сегодня для вас выступает оркестр 115-й отдельной бригады Росгвардии России. Всех хотим поздравить с Днем города, пожелать счастья, любви, ну и неиссякаемого задора и энергии. Город в течение веков не раз менял свое имя. Греческое название Феодосия сменилось на аланское Ардабда. Пришедшие генуэзцы назвали это место Кафа, а сменившие их османы и название поменяли на свой лад Кефе. Присоединившая Крым к Российской империи Екатерина II вернула первоначальное название Феодосия. Здесь бывали царь Митридат и Андрей Первозванный, Афанасий Никитин и Максимилиан Волошин, начинал творить Феофан Грек, а хан Мамай кончил здесь свои дни. Здесь творил самый романтичный писатель Александр Грин, и до сих пор многие приезжают сюда за своей мечтой.
Счастливых рассветов тебе, Феодосия.